Как много смартфонов из бюджетного сегмента вы знаете? Redmi, самый начальный уровень Honor, еще и Samsung подозрительно в этом году активизировалась, представив линейку Galaxy M. Ну, все это клево, но что у этих смартфонов с производительностью? В лучшем случае можно рассчитывать на Snapdragon 660 и, скажем, 3 гигабайта оперативной памяти в каком-нибудь бестселлере по типу Redmi Note 7. А бывают еще более грустные случаи, когда на борт ставится какой-нибудь Exynos, да, Galaxy M20. Сегодня же я хотел бы рассказать вам о самом лучшем игровом бюджетном смартфоне. И как ни странно, сама компания будто бы и не планировала его так позиционировать, хотя именно этим ей надо было заняться. В любом случае, привет, YouTube был здесь, а это обзор на незаслуженно обделенный общим вниманием смартфон Realme 3 Pro. Но прежде чем начать, хочу сказать огромное спасибо вот этим вот ребятам. Именно эти подписчики смогли собрать для меня 1970 рублей. Достаточно ли этой суммы для покупки Zoom H5 для записи звука и ноутбука для монтажа? Конечно же нет, но эти ребята стараются, помогают каналу, и мне это очень приятно. Огромное им спасибо. А если и ты хочешь помочь каналу рублем, то для тебя я оставлю все данные в описании. В том числе там будет и номер карты. Всех, кто мне помогает, я так или иначе упоминаю в своих роликах. И ты, если задонатишь определенную какую-нибудь сумму, неважно какую, даже рубль поможет каналу, то я обязательно упомяну о тебе в одном из следующих роликов. Спасибо. Возвращаясь к Realme 3 Pro, начать хотелось бы с того, чем может похвастаться смартфон в первую очередь. С железа. Да, зачастую в обзорах и так все обзорщики, в том числе и я, начинаем с рассказа о том, что же установлено в смартфоне. Но именно в данном случае это будет максимально логично, как никогда прежде. В смартфоне установлен один из топовых процессоров в среднем бюджетном сегменте – Qualcomm Snapdragon 710. Чтобы вы понимали, та же Xiaomi установила данный процессор в чуть более дорогой смартфон – Xiaomi CC9 за $262, в то время как смартфон от Realme стоит на $60 дешевле. Да, CC9 оснащен 6 гигабайтами оперативной памяти, но камон, мощность процессора все же важнее, чем количество оперативной памяти, по крайней мере для большинства пользователей. Да и если на то пошло, Redmi Note 7 в версии 464 на 660 снэпе как раз стоит те же $200, что и Realme 3 Pro на 710. Ну и раз уж пошла такая пьянка, помимо Snapdragon 710 в смартфоне имеется на выбор 4 либо 6 гигабайт оперативной памяти и 64 либо 128 гигабайт памяти постоянной. Еще из интересного можно отметить аккумулятор на 4045 мАч. Да, зачем-то компания решила выпендриться, установив тут нестандартный 4000 мАч, как у всех, с поддержкой очень крутой фишки – быстрой фирменной зарядки. А что в ней такого особенного? Все дело в том, что смартфон оснащен не Type-C разъемом, как это принято в приличном обществе в 2019 году, а micro-USB, от чего я чуть ли не заплакал при первом знакомстве с устройством. Но несмотря на это, Realme 3 Pro чуть ли не единственный на моей памяти смартфон, который не имеет Type-C порта, поддерживает полноценную быструю зарядку на 20 Вт. Такая мощность позволяет зарядить смартфон на 50% всего лишь за полчаса. Это все круто, Бул, но ты что-то рассказывал про то, что смартфон игровой. Ну-ка, расскажи про это подробнее, может начаться возмущаться мой дорогой зритель. И в принципе это логично. Вроде как пообещал, а все треплюсь о чем-то не том. В общем, смартфон меня в первую очередь удивил тем, что он не тротлит. Для новоприбывших объясню, тротлинг — это когда ты нагружаешь смартфон чем-то очень тяжелым, играми, еще чем-то более высокопроизводительным, и смартфон потихоньку начинает тормозить и лагать. Ну и не давать, по крайней мере, играть с нормальным комфортным фреймрейтом. Это же смартфон хоть и вроде стоит недорого, и процессор здесь не самый топовый, но несмотря на все это, он позволяет играть без каких-либо проблем. В том числе из-за отсутствия тротлинга. Что же касательно возможностей в играх, то я протестировал Realme 3 Pro в Asphalt 9 и World of Tanks. Если у вас есть на чем еще протестировать мощность смартфонов, пишите свои варианты в комментариях, учту их в будущих обзорах. Asphalt 9 показал себя великолепно на смартфоне. При выставленных высоких настройках Realme даже не думал проседать в FPS. Я, конечно, не мастер выставления кадров в секунду на глаз, но мне показалось, что устройство не роняло частоту этих кадров ниже, чем до 60 FPS.
FPS. Причем смартфон держался стабильно, как в самом начале игры, так и далее по ходу процесса гейминга. Танки я запустил на высоких настройках, при этом не забыв скачать HD текстуры. И что вы думаете? Я, конечно, опять не могу выступать в качестве точного счетчика кадров, но устройство будто бы держало значение FPS на уровне 40-50 кадров в секунду, даже на открытых локациях. Но что я могу сказать точно, так это то, что Realme 3 Pro даже не подумал нагреться в результате достаточно продолжительной игровой сессии. Не знаю, с чем это связано, то ли с материалами корпуса смартфона, то ли с какими-то конструктивными особенностями устройства, но факт есть факт. Телефон как был до игры холодным, так таковым и остался после. А что там по звуку? Ну, во-первых, в смартфоне есть аудиоджек, что уже говорит нам о том, что большинство пользователей среднебюджетных устройств могут выдохнуть и не убирать свои проводные наушники в долгий ящик. Во-вторых, мне из этого самого ящика пришлось вытащить шнур от моих наушников и протестировать звучание через 3,5 мм аудиоджек. Что я могу сказать? Смартфон звучит в целом хорошо, но особо каких-то звезд с неба не хватает. Если бы его положили с десятком других среднебюджетных смартфонов, в которых нет ЦАПа, я бы вряд ли смог отличить Realme 3 Pro ото всех остальных. Внешний динамик также вполне стандартный. Приятный громкий звук без какого-то заметного дребезжания. Как ни странно, смартфон делает очень качественные фото. Google камеру не ставил из принципа, так как считаю, что каждый пользователь все равно будет искать сборку под себя, и мои советы будут только лишними. Что же до фотографий, сделанных на стоковую камеру, то они очень достойны. Да, до уровня Mi 9T и прочих среднебюджетных смартфонов от Xiaomi не дотягивает, но давайте будем честны. Тут и ценник, мягко говоря, немного другой. В целом ощущения от фоток приятные. На автоматическом режиме нет каких-то провалов в деталях. Но стоит иметь в виду, что снимал я фотографии зачастую при хорошем освещении, а при таком сценарии мало какой смартфон в наше время может похвастаться в кавычках ужасным качеством картинки. Фотки ночью получаются стыдными, так что как-то особо акцентировать внимание на них не вижу смысла. В общем, если для вас прям важно, как смартфон снимает фото, Realme 3 Pro сложно назвать вашим выбором. Ну то есть, если вы планируете заниматься мобильной фотографией на более серьезном уровне, чем выкладывать свои работы в Instagram, тут уж лучше будет прикупить флагман. Если же вы такой же обычный пользователь, как и я, как и большинство тех, кто посмотрит этот обзор, камера Realme 3 Pro вас, скорее всего, вполне устроит. Что же я могу сказать напоследок? На мой взгляд, компания сама не поняла, что же она выпустила на рынок. У Realme получился полноценный игровой смартфон в пределах $200, который, как бы я ни старался с помощью игр затормозить, заставить, либо как-то сильно напрячь, нет, все продолжало работать прекрасно. Танки и асфальт. Достаточно сложные в переваривании игры, и те не смогли как-либо по-настоящему нагрузить смартфон. На мой взгляд, дочерняя компания Oppo вполне себе справилась с поставленной задачей. Она смогла стать конкурентом Redmi. На днях была представлена новая итерация смартфона – Realme 5 Pro. Надеюсь, и он в самое ближайшее время появится у меня на канале для обзора. Ну а что касательно третьей прошки, то я считаю, что этот смартфон подходит всем тем, для кого не важно наличие USB-C, но при этом максимально важно, Snapdragon 710 ли стоит в смартфоне. Как я и сказал в самом начале, на мой взгляд, Realme 3 Pro это самый топовый игровой смартфон в пределах $200. В общем-то, на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, видео оказалось лично для тебя полезным. Если ты еще не подписался на канал, то быстрее исправляй это, подписывайся и прожимай колокольчик, чтобы узнавать о новом видео на канале. Лето заканчивается, и в связи с этим я постараюсь куда более регулярно заглядывать к вам сюда, на YouTube. Также у меня в планах когда-нибудь в ближайшее время начать проводить стримы. Ну и еще я хочу запустить одну интересную рубрику. Надеюсь, у меня получится. Ну а на этом на сегодня все. Всем отличной рабочей недели, народ. Проведите окончание лета просто максимально круто, чтобы не грустить осенью. Пока.